Сельское хозяйство часто включает в себя рытье земли. Не каждый день фермер натыкается на что-то невероятное, работая на своем поле. И все же каким-то образом в одно и то же время два фермера в разных частях света сделали невероятные открытия. Эти два фермера и не подозревали, что их открытия совпадут и покажут нам, как мало мы на самом деле знаем о том, что у нас под ногами. В Аргентине 25 декабря 2015 года Хосе Антонио Ньевес проснулся и решил прогуляться по своему ранчо. Проходя мимо ручья, протекающего через его владение, он не мог не заметить что-то странное, торчащее из берега. Сначала он подумал, что это просто большой камень, но когда приблизился к предмету, то понял, что это вовсе не камень, а нечто совершенно иное. Поначалу Хосе колебался, но потом решил взглянуть на загадочный предмет поближе. Затем он начал выкапывать его из грязи, чтобы лучше понять, что же это. После того, как Хосе Антонио удалил грязь с находки, он быстро позвал свою жену Рейну. Мужчина надеялся, что у нее найдется какое-нибудь объяснение тому, что он обнаружил. Рейна понятия не имела, на что наткнулся ее муж, однако они оба были полны решимости выяснить это. Вместе они продолжали выкапывать и чистить предмет. К счастью, у них были подходящие инструменты для работы, поэтому они не повредили неизвестный объект в процессе. Им не потребовалось много времени, чтобы понять, насколько он велик. В этот момент они решили, что им понадобится помощь, и вызвали полицию. К тому времени, когда Хосе и его жена позвонили в полицию, все больше и больше людей стали проявлять любопытство к происходящему, но и они не могли понять, что же нашли фермеры. Прибывшая полиция тоже ничем помочь не могла. Первую подсказку смог дать пес, принадлежавший Хосе. Собаке не потребовалось много времени, чтобы заметить все происходящее и отправиться на место. Она сначала казалась ошеломленной и начала лаять, пока, наконец, не приблизилась к таинственному объекту. Это известный факт, что животные могут воспринимать вещи, которые недоступны для понимания людей. То, что собака вела себя так странно, доказывало, что это необычный камень. Увидев реакцию собаки, полицейские решили, что пришло время позвонить местным археологам, которые очень заинтересовались находкой. Исследователи организовали способ транспортировки объекта, чтобы его можно было исследовать в лаборатории. Правда, чтобы перевести его, археологам пришлось сначала извлечь все из грязи, так как, несмотря на то, что Хосе и его жена частично откопали находку, до полного ее извлечения из грунта было еще далеко. Кроме того, ученые боялись повредить что-нибудь, поэтому раскопки проводились очень аккуратно. Как только находку доставили в лабораторию, исследователи внимательно изучили ее и сделали шокирующее открытие. Они пришли к выводу, что перед ними окаменелость огромного панциря черепахи. Археологи не могли поверить своим глазам. Ученые выяснили, что панцирь принадлежал древнему глиптодону. Это существа, вымершие миллионы лет назад. Они являются дальними родственниками современных броненосцев, в то время как исследование массивного панциря черепахи проводилось в Аргентине. Еще одно невероятное открытие было сделано в Мичигане, в 1000 миль оттуда. Другой фермер, Джеймс Брисл, также нашел неизвестный исторический образец на своей ферме. В то время оба земледельца не были знакомы и не знали, что в один день они нашли что-то невероятное. Они также, конечно, не могли знать, что оба их чудесных открытия в конечном итоге сведут их вместе. Однажды Джеймс Брисл искал лучшее место для прокладки газопровода на своей ферме. Он решил, что лучше всего начать с едва используемого соевого поля на его участке, и начал копать. Этот процесс занимает большое количество времени и требует значительных трудозатрат. Брисл был готов к такой физической нагрузке, но не ожидал, что во время работы найдет нечто удивительное. Для рытья газопровода Брисл использовал тяжелое землеройное оборудование, в частности экскаватор. Работая ним, он был удивлен, когда наткнулся на что-то твердое. Этот участок поля имел чрезвычайно плодородную и легкую почву без камней и корней. Поэтому, когда ковш ударился обо что-то твердое, фермер понял, что столкнулся с чем-то необычным. Чтобы не повредить оборудование, фермер вылез из экскаватора и принялся рыть вручную, пока не наткнулся на что-то твердое и гладкое. Вскоре Брисл догадался, что обнаружил кости, и та, что он держал в руках, была похожа на ребро. Но она определенно не принадлежала ни одному животному, которое могло жить в этом районе. К тому же она была слишком велика, чтобы принадлежать корове или лошади. В этот момент Брисл понял,
что нашел нечто уникальное. Подозревая, что находка может оказаться значимой, он решил обратиться к своим знакомым, чтобы они помогли ему откопать все останки. В итоге получилось собрать целую команду, которая копала весь следующий день. В результате они обнаружили еще несколько костей, еще больших, чем первая, но пока было неизвестно, чьи именно это останки. Однако после долгих раскопок команда археологов-любителей наконец обнаружила что-то похожее на массивный череп с двумя огромными бивнями. Каждый из них был размером со взрослого человека. Всем было ясно, что они откопали останки какого-то слона, но вопрос остался открытым. Как слон оказался в 10 футах под землей на ферме? В Мичигане Брисл решил вызвать экспертов. Когда профессор археологии Фишер и его студенты прибыли на место, они пришли в восторг и объявили, что эти кости принадлежат доисторическому мамонту. Похоже, все они принадлежали одному животному, что было невероятной находкой как для Бристла, так и для команды Мичиганского университета. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.